Итак, всем добрый день, друзья мои. Давно у нас не было подобного эфира, потому что никак не могла найти время для этого. Вот сегодня в присутствии самой богини судьбы я хочу озвучить вам голосовые, которые люди отправляют какую-то часть, малую часть, потому как там голосовых набралось достаточное количество. И вот мы с вами сегодня их будем слушать и комментировать. Вначале хочу сказать, что в эти дни я занесла в черный список огромное количество людей. И дальше буду это делать, если люди не включат свои извилины. И здравствуйте, добрый день. Я устала уже говорить, что прежде чем мне писать, нужно изучить мой канал. На моем канале, как только заходите, вот открываете канал «Ведьмина изба» и видите здесь с компьютера другой ролик. Здесь телефона старый, более старый ролик, собственно говоря. Подождите секунду. И там написано русскими буквами, черным по белому, как попасть на прием. Заходите. Здесь главный, на главной фотографии аватар номер Яны написано «Не звонить», то есть писать на WhatsApp. WhatsApp наверху написано. Это надо быть совсем дураком, чтобы не понимать. Заходите, нажимаете или этот ролик более старый, или новый ролик. Узнаете условия работы, узнаете, за что я не берусь, как обращаться и прочее, прочее. Я уже сказала, я не принимаю на консультацию людей, которые хотя бы месяц не изучили мой канал, чтобы они знали, с кем имеют дело, кому приходят, что здесь не гадание, шмадание, а совершенно иная вещь. Когда мне начинают писать, отправлять фотографии, потом пишут «Здрасте, посмотрите, что со мной не так». Я заношу в черный список. Я не отвечаю людям, которые не обращаются ко мне по имени. Есть этикет, есть уважение, есть воспитание. Если люди не обращаются к тебе по имени, эти люди недостойны помощи. Значит, они в тебе личность не видят. Следующий момент. Посмотрите, что со мной не так. Мне плевать, что с тобой не так. Мне абсолютно начихать, что у тебя не то. Добрый день, Илона. И объясню почему. Потому что я в вас не нуждаюсь, вы нуждаетесь во мне. У меня поток людей, огромное количество, понимаете? Я не буду облизывать жопу каждому из вас. Пришли, будьте любезны, изучите канал. Звонки в 6 утра, звонки в 7 утра будете посланы на 3 буквы. Потому что ни один достойный человек видеозвонок в 6-7 утра не отправляет просто. Ни один нормальный человек, если он, конечно, не с пещер. С утра человек на себя-то в зеркало смотреть не хочет, потому что он должен прийти в себя, вернуть себя к нормальному состоянию. И я должна в 6 утра в полуголом состоянии, значит, включать видео и с вами разговаривать. Если вы животные, значит, с вами будем говорить с палками, понимаете? Я уже устала от этого быдла под названием человечество. Я уже устала. Это, естественно, касается людей в кавычках, двуногих, которые в будущем будут как удобрение на земле, больше никак. Поэтому имейте совесть, честь, достоинство, человеческие какие-то качества. Если вы хотите, чтобы вам помогли, ведите себя так, чтобы вам хотели помочь. Понимаете? Без стука войти в дверь не нужно. Далее. Не нужно мне отправлять, еще раз говорю, свои гниющие части тела. Я устала об этом говорить. Это некорректно, это неправильно, это... Я не знаю, что это вообще. Далее, вот эти угрозы всякие там, что вот кому-то там стало плохо после ваших порч, и вы потом увидите, узнаете. Я плевала на ваши угрозы. Ну, вообще, разумные люди, у которых есть мозги, они не угрожают ведьме, они извиняются, если что.
Если вы думаете, что вы угрозами сможете все это вернуть обратно, то вы просто тупые существа. Я помню, когда одна дура говорила: мне все плохо и плохо, у меня ноги опухли. Или ты по-хорошему сними это все, или хуже будет. Потом пропала, не знаю, где она. По-хорошему. Свои нравоучения можете себе на лоб написать и ходить. Понимаете, эти нравоучения, это вам пригодятся. Вот вы не боитесь бумеранга. Бумеранг не существует в том понимании, в котором вы себе представляете. Бумеранг нужно толкнуть вперед. Вы лицемерно сидите, меня учите быть доброй. Весьма смешно, когда палачи учат тебя быть доброй. Весьма смешно, когда аморальные ублюдки, которые обсуждают тебя каждый божий день, учат тебя быть доброй, хорошей, терпимой и так далее. Очень смешно. Учите себя быть людьми для начала. Знаете, научись прощать. А вы, суки, научитесь не делать то, из-за чего я должна потом вас прощать. Вот вы для начала научитесь не делать гадость людям, чтобы потом они не учились вас прощать. Понимаете, какого хера я должна... Я никому не говорю, научись прощать, потому что я знаю, что я никогда просто так человека не затрону, чтобы потом мне пришлось просить этого человека прощать меня. Ведьмы слишком разумные создания. Неразумным сила не дается. Если бы силу дали сумасшедшим людям, полоумным, неадекватным, то в этом мире царил бы хаос. Силу дают очень разумным людям. Вы даже представления не имеете, до какой степени ведьмы разумные создания. Они могут предупреждать годами. Годами, понимаете? Для того, чтобы не навредить. Потому что это очень энергоемко. Если кому кажется, что делать порчи это легче простого, посмотрите, сколько дней я не могу снять эфиры. Я устаю, меня выжимают. Потому что если ты делаешь такую работу, ты отдаешь очень много энергии. То есть тебе приходится жертвовать остальными своими делами. Это энергозатратно, это невыгодно, это финансово тоже невыгодно, потому что многие работы ты откладываешь, потому что у тебя в данный момент пока еще нету сил делать серьезные работы. Вот это и есть плата за порчу. Вот и все. Энергия уходит, энергозатратно. Именно поэтому, зная, насколько я устану потом, я всегда оттягиваю этот момент. Всегда надеюсь на благоразумие тупых существ. Всегда надеюсь, что вы поймете в конце концов. Вы понимаете, когда лев рычит лежа, собаки тявкают на этого льва, тявкают, тявкают, а он рычит и предупреждает, потому что ему неохота, он уставший, он наевшийся, лежит в тени, отдыхает. А собаки думают, что лев их боится, поэтому еще ближе подходят. Пока этому льву просто не остоебенит это все, он не встанет, не разтерет их кишки не будут валяться рядом, потом пойдет и ляжет обратно спать. Есть арабская поговорка: собаки громко лают, но их можно отогнать камнями. А лев молчалив, но его все боятся. Так что вот эти собаки громко лающие просто получили палкой по хребту. Это все, что они получили. Будут получать далее. Я еще раз говорю. Любой из них. У них еще впереди есть сюрпризы, о которых они не знают, я говорить не хочу. Они думают, что эти выражения и прочее в эфире, вот эти все угрозы, вот подобные вещи. Да даже если я это не скажу, если я нигде не хожу, не пойду, не напишу никакие заявления, вы прекрасно знаете, что есть службы, которые этим занимаются. Вы это знаете, понимаете? Они сами начинают об этом говорить, узнавать и копаться под это. Но я еще раз говорю, сюрприз будет после. После. После потом жена Рамулькина выйдет, скажет вам. Потому что он-то уже не может сказать, не сможет. Итак, следующий момент. Вот вы не боитесь, что на вашего сына это вернется. Значит, начнем снова. Если бы я была ёбнутое существо, которое берет всех подряд, облаивает, на всех кидается, просто из-за того, что они так посмотрели, бежит, делает смертные порчи, во-первых, у меня не было бы силы, которая есть. И во-вторых, меня бы поставили на место давно. Понимаете? Вот о чем речь. Но поскольку
ты справедливо мстишь, то ничего никуда не вернется. Вот эта рабская, вот эта вот психология скотов, меня будут бить палкой по почкам, а я ничего не скажу, чтобы мне вот, а вдруг вернется? Что вернется, вашу мать? Вор зашел к тебе домой, тебя грабит, кидается топором на твоих детей. Ты, сука, стоишь и говоришь: ой, я не буду его трогать, а вдруг мне вернется? Нехорошо. Вот вы так и живите, рабы. Но каждый уважающий себя человек око за око, зуб за зуб. Сказано было: не трогайте меня. Сказано: зачем трогать? Зачем лезть своими грязными, вонючими кишлакскими сапогами в мою душу? Вы кто такие вообще? Чему вонючий из кишлака? Я здесь, я тут, я пришла, я хорош, я обрадовалась, я вам спасаюсь. Хоть кто-нибудь скажите этому алкашу, что после того, как ты приходишь и икая там в камеру разговариваешь в пьяном угаре, чему ты спасатель всей Руси? Хотя бы ты, твою мать, ты и мужчина себя называешь и считаешь, сидишь женщинам, говоришь такие грязные вещи, тебе там в ноги оторвут, за меня кислотой обольют, по крайней мере. Какая же чмандобина живет с таким, как ты, чмошником? Скажи, покажите мне эту бабу. Если мой мужчина, который со мной живет, позволит себе снимать ролики, говорить женщинам такие грязные вещи, я с ним закончу всякие отношения. Жить с таким ублюдком я не стану. А ты живешь и радуешься, и гордишься. Чем ты гордишься, дура? Если он нам, просто женщинам, абсолютно другим, чужим, никак не касающимся его, такие грязные вещи говорит, ты, овца, не понимаешь, что ты завтра с ним захочешь развестись или уйти, он знает вообще, где ты живешь, где ты, чего ты, все о тебе знает. Он вообще все выставит на показ. Грязный человек, он грязный с каждой женщиной. Какая разница с кем? Понимаете? С каждой женщиной мужик, если он чмо, если он тряпка с каждой женщиной. Ты сидишь, дура, и радуйся, ой, как хорошо он там называет женщин проститутками такими, я вас оболью, я вас убью. Значит, он точно так же называл всех женщин, которые у него в жизни были, или просто женщин, которые с ним спорили и разговаривали. Ты живешь с больным на всю бошку существом и радуешься этому. Радуйся. Но знай, все, что он говорит здесь, он один раз повернет и скажет тебе. Понимаешь? Правильно сказал Азат. Он справедливый человек, я его за это уважаю. И он тоже знает, что я справедливый человек. И он знает, что и он, и я патриоты своих народов. И он меня поэтому понимает и уважает мои чувства. Даже если некоторые вещи ему не нравятся, он деликатно молчит, потому что он личность. А личности я уважаю. Неважно какой они национальности. Вообще не важно ничего. Поэтому он говорит правильно. Я много раз чувствую, и я знаю, я прекрасно ощущаю обиды некоторых людей, когда я говорю про свой народ. Но вам придется смиряться, потому что каждый человек любит свой народ и болеет душой. И как бы вы меня уважали, если бы мне было все равно на свой народ? Я не думаю так. И я бы вас тоже не уважала, если бы вам тоже было все равно на ваш народ, и вы пришли и написали: да мне все равно, пусть там творится что угодно. Любой человек, который душой болеет за свою нацию, достоин уважения. Понимаете? Любой. И поэтому я этого человека уважаю. И он правильно сказал. Так что вот нечего. Человек, говорящий правду, он никогда не ударит в спину. Теперь идем дальше. Вот насчет этого давайте прекратим, потому что мне надо было вот это вот сказать насчет людей, которые пишут и прочее, прочее. И закончим на этом. А эти уже, знаете, там выражение политические трупы. Просто дело времени. Пускай пока говорят, и чем больше они будут говорить и допускать ошибок, тем лучше для нас. Потом объясню, почему. Придет время, поймете, почему. Я не могу все говорить и не хочу, и неправильно это. Все прям выкладываю. Забыли про это вот канализацию и все. Единственное, что таких людей вообще 5 минут даже слушаешь, а мне нужно было это выслушать. Не его ролик, а там отрезки касаемо меня и угроз. Это надо было.
И вот это вот слушаешь, и ощущение, как будто ты просто искупалась в канализации, вот после таких вот вонючих существ. И знаете, вот такое вот вонючее существо, чем он опасен? Тем, что он все время говорит, что он с Кавказа, и, естественно, у многих людей ассоциации, что вот, понятно, вот дикий там горец. А на самом деле, дорогие друзья, вот если бы он на Кавказе такие вещи сказал любой женщине, он бы просто остался без головы, я вас уверяю. И там вообще наплевать на срок, на все. Он бы остался без башки, если бы он любую женщину затронул. Он просто живет в России, и он понимает, что здесь как бы европейская страна, и законы помягче. Законы не государства, а вообще помягче все к этому относятся. Поэтому он себе позволяет. Вот точно так же, как перед скорым, уезжающим скорым, какие-то ублюдки танцуют лезгинку, да, думая, что это вообще нормально, когда человек умирает, его не могут отвезти, они дерутся значит, с водителем скорой помощи, бьют врача, танцуют лезгинку и считают, что они такие крутые ребята. А на самом деле это скоты, которые, если бы так сделали у себя в стране, их бы там просто раздавили. Но приезжает всякий мусор сюда, стекается, и этот мусор настолько вонючий, что люди начинают по этому мусору судить обо всех. Что, блин, ну вот, значит, у них так принято вот взять там женщине сказать, да я тебе там глаза выколю, ноги оторву, да я тебе дом сожгу, да я твоего сына буду иметь на твоих глазах. И это все у них, видать, вот хорошо и традиция. Дорогие друзья, это не так. Вот этот уважаемый человек, который все время говорит, я из Азербайджана, я не думаю, что кто-нибудь из Азербайджана, глядя на это чмо, который своих детей бросил в Азербайджане, как всегда, пришел какую-то шалашовку тут, нашел молодую, как они всегда делают, сидит тут, знаешь, и живет как-нибудь, что кто-нибудь, глядя на эту тряпку, скажет, какой ты молодец, мужик, вот давай вот дальше угрожай женщинами, говори грязь. Этого я не думаю, что это вообще, ну, так реально, что нормальный человек это будет оправдывать и что-либо такое. То есть, ну, в моем понимании, я отказываюсь верить, что люди такое могут оправдать, кем бы они ни были, какой бы нации. Мне лично было бы стыдно, если бы он назвался армянином и вот так себя вел. Мне было бы стыдно за такой мусор. Вот он считает, что он прославляет свой народ и свою семью. Это очень страшно, что он так считает. Мне писали оттуда женщины и говорили, вот такие чмошники бросают своих детей, уезжают туда, какой-нибудь этой прилепится и начинает вот такое поведение, просто позорное. До такой степени позорное, что просто ну, не описать словами. Это что вообще? Ладно, все. Так что те, которые сидят и говорят, я не говорю про осуждение или чего-то еще. Я просто говорю. Кстати, Азат, вышел закон, все, кто там по национальной почве нападает друг на друга в России, будут депортированы. Я считаю, что это справедливо. Мне кажется, что это самое правильное. Убрать отсюда вот такой вот мусор со всех народов и со всех концов. Просто, ну я просто удивляюсь. Мы вчера поехали по делам, там были люди разных национальностей, нормально и продавали, и разговаривали, и поняли они, кто мы. Я еще раз вам говорю, это просто тупорылая молодежь, безмозглая молодежь, которая... Или вот это вот с ума выжившие вот такие рамульки, эльханчики. Так вот, речь о том, что... Да, правильное решение, я тоже так считаю. Надоело уже это все, достало, реально. Пускай политики сидят и решают за круглым столом. Нефиг людям там в страхе жить. Надоело. Еще уже до такой степени обнаглели уже в чужой стране друг на друга нападать. Заколебали уже, реально. Этим нападением, этими издевательствами, этими киданиями друг на друга вы ни хрена не решите. Соберите свои мозги. Вот так кинутся, да, идиоты, убьют кого-нибудь, а потом родители будут продавать квартиры в Москве, чтобы их вытаскивать, дебилов. Что они там хорошего сделали, непонятно. Вы поднимитесь, вы добейтесь чего-то, вы прославьте свою нацию своими умными делами, разумными, я не знаю, такими славными, что просто весь мир будет говорить, вот он такой, вот он этой нации, вот молодцы, какие они люди. Вот это и есть патриотизм. А пойти кого-нибудь побить, это, ну, это, 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 это
Это не есть патриотизм, это есть просто тупость и искание дешевой славы, чтобы кто-нибудь там поаплодировал, сказал, ой, молодец, какой ты вот там кого-то там побил. Пропаганда идиотская, понимаете, пропаганда дебильная. Просто тупая пропаганда. Люди есть люди. Я вам еще раз говорю, в 90-е годы, когда было очень сильное обострение, у нас рядом азербайджанское село, к нам приходил старейшина этого села и говорил, что если вдруг будет такая проблема, и кто-нибудь из наших вот так сделает, или нападет, или что-нибудь еще случится, вы можете прийти к нам, мы вас всех примем и спрячем. Я это помню. Это о чем говорит? Это говорит, что это люди. Люди, человеки. Но это старшее поколение. А сейчас просто растет безмозглое какое-то быдло со всех сторон. Это нереально с ними разговаривать и объяснять. Все, забыли. Не вам решать, буду я делать на кладбище или не буду. Буду и делаю. Вон уже мне идут там всякие сообщения, пишут люди, что там в форуме у них уже пишут, кто-то там заболел, кого-то там почки отказывают. Короче, мне плевать. Я сказала, и я буду продолжать. Потому что нехер меня трогать. Не надо. Я делаю свое дело, я помогаю людям. Вы такие спасатели крутые. Ну вот и делайте, кто вам мешает. Берите свои работы, этими работами спасайте людей. Нет, я несправедливо говорю. Людей спасают своими трудами. Если вы хотите помочь людям, объясните людям, создайте ритуалы интересные, создайте интересные беседы, скажите людям, как можно сделать в этой ситуации, в той ситуации. Люди скажут, да, люди пришли там помогать, спасать. Спасать людей не значит грязь лить на другого человека. Ой, то столько людей там страдают, столько людей. Где эти страдающие люди, я так и не увидела. Вот ни одного страдающего человека я не увидела за столько времени. Одни просто пиздобольство, извините за выражение. Все страдают, все помирают, все плачут, но все боятся сказать. Чушь собачья. Как в этом анекдоте. Вот тех людей, видишь, которых там нету, вот они могут подтвердить. Угу. Все, дорогие друзья, я высказала. Я надеюсь, что все поняли меня и больше своими тупыми советами меня беспокоить не будут. Давайте пойдем дальше. Я еще раз говорю, кто хочет спасти людей, тот просто берет и делает свое направление, учит, объясняет, помогает, дает людям помощь. Таким образом не спасают, загрязняют что-то имя. Таким образом дохнут потом сами. Дохнут. Так, пошли дальше. Слушаем. Добрый день, уважаемая Инга, все подписчики канала «Ведьмина изба», уважаемая Яночка и все, кто меня слышит. Хочу поделиться результатами проведенных ритуалов. Значит, на канале уже скоро будет, с декабря месяца будет второй год. Я очень благодарна всем ритуалам. Я с самого первого дня доверяю и доверилась Инге нашей. И ни один ритуал мне не навредил, а только помог и спас меня, особенно от врагов. Спас меня. Мой самый первый ритуал, который я провела, он называется «Дух порога». Дух порога. Я во сне нашу Ингу видела, как она мне монеты подбросила до проведения ритуала. 10-рублевые там нужны для этого ритуала. И я его провела и была в восторге. Моя жизнь так изменилась. Ритуал даже двери судьбы открывает, дороги открывает. Самые такие, я много ритуалов проводила. Я вот, значит, цыганский король тоже очень хорошо работает, очень. Все ритуалы, они так мягко, гладко работают, все своевременно, все так мягко. Даже иногда забываешь, что ты их проводила, но потом вспоминаешь и в восторге просто полностью. Помог мне ритуал, значит, от врага и от преследования, безмолвная магия, где нужно сжечь фотографию и на перекрестке ее оставлять, на 3 перекрестках. Он очень мне помог. И сидишь, вот когда проводишь эти ритуалы от врагов, сидишь иногда и думаешь, Господи, это ж можно как так нагадить в мою сторону, что сейчас ты так получаешь.
Я просто до сих пор в шоке, как получают враги и как они... И низкий, прям низкий поклон. Моя любимая, уважаемая Инга. Если бы вы знали, как я вам благодарна, если бы вы знали, как вы меня спасли. За ритуал грузинская чистка от вредителя. От вредителя. Я так Да, благодарна. да, многие Я хвалят. жду и знаю. И знаю. Жду. Потому что я хочу жить, я устала постоянно вот это вот напасти, вот эти вот всякие, ну, я думаю, вы понимаете, да, о чем я. Хочется жить, хочется развиваться, а когда дороги закрыты, ну, как-то вообще, ну, это словами не передать. Да вот вызвать сон врага. Вот даже вот я в восторге была и в шоке, как все сбывается. Была немножко удивлена, мне картинками показали, кто есть враг, и немножко была удивлена. Вот. Но сильные враги, они не пришли в сон, либо пришли в другом облике, я так и поняла. Вещий сон вызвала я, и была вообще в шоке, поражена. В шоке, поражена, что произойдет. Это вещий сон, спасибо, низкий поклон за такой ритуал. Фортуна, конечно же, безусловно, помогает. Вот, значит, ну что я еще хочу сказать? Я только была... Давайте я секунду просто скажу вам про вещий сон. Дорогие друзья, значит, послушайте меня. Дело в том, что вещий сон вызвать, он работает. Это рабочий ритуал. Но если еще не время, духи могут не показать или показать по-другому. Есть ритуалы, которые, ну, срабатывают, и я говорю, они сработают, и все получится. Но есть ритуалы, когда, например, пространство еще слабое, понимаете, чтобы эти сны, или вы слабые, или еще не пришло время. Не надо в упор их делать до последнего прям. Вот еще раз делаю, можно вот и завтра сделаю, еще завтра. Есть еще другой, истихара, когда приходит дух истихара, и истихара, кстати говоря, есть и потом с арабской магии перешло и в ислам, истихара. Вот это его уже не дух назвали, а именно, ну как бы обряд религиозный. Как бы вызвать в сон ту силу, которая тебе даст совет. В упор его не делайте. Вот вы сделали, не поняли сон или вы не запомнили сон, оставьте, отпустите ситуацию. Даже если вы его не увидели, этот вопрос у вас решится, потому что во сне они пришли. То есть в жизни они проявятся. Я девушке снимала очень нехорошую вещь, скажем так. И она говорит, я ей сказала, вот пройдет год с чем-то, как только они начнут наказываться, и одна наказалась, одна умерла. Непонятно, чем отравилась дома, мать звонила, плакала, что вот она умерла. Причем она сделала очень большую подлость ей. Человек работал в Москве, у нее был жених, у нее была новая жизнь, а она влезла под этого жениха, в общем, все разрушила. Ей пришлось уезжать на Украину, уйти отсюда. Ну, потому что она просто поняла, что ей делать здесь нечего. Через некоторое время, после чисток и всего-всего, она ушла, она умерла. Одна умерла, а вторая, я сказала, вот год пройдет с чем-то, как только уже начнутся у тебя перемены, ты ее увидишь. Она говорит, ну просто невероятно, она там живет вообще в другом там регионе, навряд ли мы... И утром мне отправляет фотографию, говорит, я просто в шоке. Я даже сфотографировала, чтобы саму себя убедить в том, что мне это не кажется, что это не сон. Она, говорит, возле моей машины стоит и что-то читает. И я, говорит, выхожу, смотрю, она смотрит по сторонам, я ее тайком сфоткала. Я была в шоке, что действительно реально она... Знаете, преступник возвращается на место преступления. Просто есть некоторые вещи, которые вы должны сделать и отпустить. Все, сделали и отпустили. То есть не надо вот до последнего дожимать. Вот вы не увидели сегодня сон, давайте еще раз сделаем. Оставьте в покое. Делайте лучше ритуалы, чистки, призывы удачи и так далее. Остальное само придет. Пойдемте далее. Добрый день. Сейчас чуть-чуть я перемотаю, потому что я нажал. Ни один родственник бы так не помог.
любимой, моей спасительнице, уважаемой Инге, низкий поклон. Я просто карабкалась до встречи с вами, я просто карабкалась вечно. Слезы, слезы. И заметьте, я не была на приеме у Инги. Не была, и я не обижаюсь на это. И считаю, что это тупо. Наша Инга очень много подарила для нас. И она меня и так спасла. Она Вы должны понимать и мою резкость, и мою грубость иногда. Я имею дело с огромным количеством людей. Я имею дело с огромным количеством невежественных людей. Я имею дело с огромным количеством врагов. Кроме всего прочего, я сама в жизни прошла очень много страшного. И моя грубость, и моя резкость должна для вас быть понятной. Понимаете? Даже если я кого-то послала, и бывали такие моменты, что я очень резко сказала человеку, очень обидно сказала. Да, я отходчива, я могу отойти, потом подумать, сказать, да блин, как-то я очень сильно уж прям сказала. Но это был волшебный пинок. Человек, который очнулся от сна, понял и просто пришел в себя и думает, нет, так нельзя, она права. А то, знаете, сидят, вот муж да ушел, это вот, прости, ну что делать? И я говорю, пошла нахер, только думаешь нижним местом. Ты женщина или кто, блин? Об тебя уже вытирают ноги, ты сидишь мне тут ревешь. Пошла вон. И выкинул в черный список, потому что знать не хочу таких женщин. И через некоторое время она говорит, я просто села, разревелась и думаю, а ведь она права. И рассталась с этим уродом, и прекрасно выглядит, помолодела. Через некоторое время, через Яну отправила вот это вот сообщение, благодарность и фотографию. Нормальный человек понимает, что через меня с вами разговаривает Вселенная. Даже если она сейчас риска с вами, даже если эта Вселенная сейчас вас поставила на место, она сделала правильно. Потому что врач не должен плакать вместе с пациентами. Врач должен ставить жестко на место, если пациент хочет вылечиться и спастись. Понимаете? Давайте дальше. меня спасла. Спасли вы меня, Инга. Если вы знали, что вы для меня значите. Спасибо вам. Большое спасибо. Ни один родственник бы так не помог, как вы. Мне никто не верил. Все говорили, нету магии. Это неправда. И я ненавидела тех людей, которые так говорят. И по сей день ненавижу. Не надо никого не ненавидеть, поймите. Вы не можете всем баранам объяснить, что они бараны. Надо, вы, дорогие друзья, вот послушайте меня. Вселенная, она разумна. Пространство, она разумна. Если человек достоин перемен, то он поймет, он осознает, он увидит. Вы понимаете, вот вы читаете книгу, вот прочитали, сказали, хрень какая-то, ничего не понятно. А кто-то прочитал, и эта книга дала ему столько всего. Он просто поменял свою жизнь, он стал счастливее. Не каждому дано видеть. Просто видеть физически, да, многие могут, не все. Многие лишены этого, к сожалению. Но физически просто посмотреть на картину или на что-то в жизни могут все. Но видеть это могут не каждый. То же самое. Вы для себя живите хорошо. И плевать на них, верят они в магию, не верят они в магию. Чихать на них. Кому суждено прийти, они придут и спасутся. Вот и все. Они исправят свою жизнь. Что я делаю? Я возвращаю людей к корням. Я говорю, просите у сил и получайте. Уважайте эти силы, не гоните из своей жизни. Просто просите и получайте. Просите у них защиты, просите у них достатка, просите у них хорошей жизни и получайте. Все. Ничего больше делать не надо. Не надо абсолютно ничего. Разве это плохо? Это просто настоящая наука, как вам сказать, мироздание. Что нужно делать, чтобы жить хорошо? Просить у сил, которые тебя привели в этот мир, и получать. Все. Я потом как-нибудь сниму вам и объясню, как работают эгрегоры, каким образом. Но это так позже, чуть позже я сниму. Именно вот почему именно более древний эгрегор магии, она помогает человеку. Почему человек может обмолиться до утра, а у него грыжа не исчезнет. Но пошел, сделал ритуал, исчезла. Это точно такая же молитва и просьба.
точно такая же просьба. Только те силы, которым ты молишься, на тебя плевали, а те силы, которых ты просишь, то есть делая заговор, более древние силы, они тебе помогают, потому что они тебя любят, ты их дитя. Это, понимаете, как? Это как мать и мачеха. Мачехе начихать, ты кормленная, там, одетая, обутая, с кем ты где шастаешь, а матери нет. Вот магия есть древняя религия, самая первая религия человечества, магия. И она мать. И матери не все равно, как ты живешь. Голодная ты, одинокая ты, плохо тебе. А мачехи без разницы. Мачеха это есть религии. Это есть новые религии, это новые эгрегоры. А мать это наши древние боги. Вот все, что я вам говорю. Да хоть обмолитесь вы, хоть просите вы, вас они не слышат. Вы им не нужны. Это искусственно созданные силы на основе денег, крови, убийства и все. Они этим и питаются. Когда-нибудь вы слышали, чтобы в древние времена люди убивали друг друга из-за того, что один молится Артемиде, другой молится Зевсу? Было все равно людям. Люди уважали друг друга просто за поступки, за жизнь, жизненную позицию. Как один сказал, люди недостаточно религиозные, чтобы любить друг друга, но достаточно религиозные, чтобы убивать друг друга из-за религии. Давайте дальше. Когда говорят, что ритуалы не работают, это все бред собачий. Да говорят те, кто никогда люди, их не которые делал. сидят у этих шакалов, они просто их забрали к себе из разных месседжеров, из разных месседжеров, там просто пригнали. А там сидят в основном активные шакалы, это те, которые обижаются, что, мол, там послали их. Ну, обижайтесь на своих предков, идиоты, что вас послали. Видать, так насрали ваши предки, или, может быть, вы сами, что вы недостойны спасения. Что вы недостойны спасения. А Инга, она настоящая. Она настоящая с первого дня. Когда я просмотрела ролик, я сразу поняла, что она настоящая. Я сразу доверилась. И так четко, все ритуалы так расписаны. Спасибо, Яночка, вам тоже. И вот как, сколько монет откуп дать, сколько это. И да, как можно еще что-то говорить, я понять не могу. Я просто ненавижу, когда говорят, не работает. Все работает, все работает. Спасибо вам, Инга, моя любимая, моя уважаемая, что вы взяли инициативу на себя. И вот так вот нам помогаете даром, просто так даром. Спасибо вам, низкий вам поклон. Вы меня спасли. Если бы вы знали, вы у меня в сердце живете. Я очень сильно благодарна. Для меня большая честь, что вы сейчас слушаете меня. Большая честь. Я вам благодарна. Спасибо за внимание. И вам спасибо, мне приятно. Я вам объясню, кто говорит, что не работает. Говорят люди ленивые, которые никогда жопу не поднимут, чтобы для себя что-то в жизни сделать. Вот эти люди, они говорят, да я делала, ничего не работает. Они сами себя оправдывают вот этим. Свое бездействие, свою лень, свое нежелание что-либо в жизни сделать и менять. Еще люди шоколоподобные, которые хотят все сразу получить, но и при этом ничего не делать. Как одна написала, я 4 года делала ритуалы, покупала самые дорогие французские вина, все, что она там говорила. Я говорила, французские вина покупайте, самые дорогие. Я покупала там такие благовония, все, и ничего мне не помогло. Вот просто вранье чистое. 4 года ни один человек не будет ничего делать. Если он месяц-два сделал, не поработало это, не сработало, он останавливается, снова начинает изучать канал, чтобы понять, что не так делает, может быть, как сделать, чтобы почему других вот работает, значит, что-то я не то делаю, надо поменять тактику. Но 4 года человек каждый божий день все делала по 20 ритуалов. Ну не пиздите уже правда, говоря по-русски. Ненавижу таких людей. Потому что, ну, надо быть просто... Ну, надо быть людьми. Ну, чё за трындёж? Ой, хорош. Если они работают через 5 минут, когда человек там, драка начинается, человек начитала, и они разошлись. 4 года она сидит, и прям 4 года каждый день по 20 ритуалов. Не трынди. Пойдемте далее. Почему-то не открывается. Добрый вечер, уважаемая Инга. Добрый вечер, уважаемая Яна.
Я хочу рассказать вашим слушателям, слушателям вашего канала такие, значит, истории, которые происходят после проведения ваших ритуалов. Начну с того, что в январе месяце я очень сильно переболела, и у меня остался такой непонятный кашель, на что врачи мне сказали, что это кашель аллергичный, выписали мне лекарство Ларатал, я его принимала, значит. В течение, наверное, 3 месяцев я кашляла. И вот я, значит, все кашляю. Познакомившись с вашим каналом, я нахожу чистку «Соляной столб» и «Параскева пятница». И я эти 2 чистки провожу. Затем как-то все, знаете, я как-то упустила из вида все это дело. У меня закончились таблетки. Я еще думала, надо сходить купить таблетки, а то кашель этот уже не проходит. И где-то уже в июне месяце, в конце месяца я стою, и меня, знаете, вот знаете, как окатило холодной водой, что ли, по-другому не опишешь. Я думаю, а куда-то мой кашель делся. Я даже не поняла и не заметила, Инга, когда он прошел, я вам честно говорю, это так и есть. Далее заметила, что не могу находиться в своей квартире, то есть спать. Вот лягу ночью спать, меня то что-нибудь разбудит, то что-нибудь хлопнет, стукнет. Вот как будто что-то не дает спать мне. Тут же где-то какая-то ваша лекция, и вы так строго еще говорите, я сколько вам могу говорить, если у вас то-то, то-то, делайте так-то, так-то. И я понимаю, что прислушиваюсь к вашим словам, и я провожу ритуал очистить пространство, который вы подарили для всех. И все, как только я его провела, ночью все, у меня все успокоилось, в доме я сплю спокойно. Хочу еще вам рассказать, очень тороплюсь, хочу быстро, много хочется рассказать. Проводила во время карантина вместе со всеми зрителями ритуал «Призыв воинов Марса» и «Вызов Ареса». Вместе эти 2 ритуала. На 3-ю ночь, когда я должна была его провести, у меня какое-то чувство страха появилось. Вот как будто я не хочу его проводить, вот что-то меня останавливает, знаю, эмоция плохая, и ничего не могу с собой поделать. В общем-то, я его провела, этот ритуал, включила свет и уснула. И мне снится такой сон, значит. Сначала я даже не поняла, что это сон. Из стены, где я сплю, вылазит такая рука-лапа, потому что это, знаете, похоже вроде на человеческую руку, только очень большая, с очень такими длинными, такими как накачанными пальцами, у которых черные ногти на пальцах. И вся рука это покрыта таким короткой серой шерстью, даже ладошка. И я почему-то так испугалась этой руки, и я ее заталкиваю обратно в стену и кричу: уходи, уходи, и вся такая в испуге. В общем, руку я эту затолкнула и проснулась. Поворачиваюсь, лежу на спине. Ну, мне, конечно, немножко не по себе от этого сна, у меня свет в комнате горит. Мимо меня проходит моя кошка, я ее начинаю гладить и говорю, вот слова запомнила вот эти, которые я ей сказала. Я говорю, ну, Алиса, ты хоть, надеюсь, здесь настоящая? И после моих слов моя Алиса вцепилась мне в руку, в правую, и давай меня царапать и кусать. И я понимаю... Правильно, нефиг Алису обижать. Ты настоящая. Она просто пыталась вас разбудить, чтобы вы поняли, что она настоящая. Ну, хоть вы убедились, что она настоящая после такого. Дальше слушаем. Что я не проснулась до конца, что я нахожусь во сне. И я эту кошку-то стряхнула с себя, как бы выкинула ее. И в это время на меня что-то как наскочило и начало давить. Как обычно, знаете, вот тяжело дышать. Я вспомнила, сразу ваше имя прокричала, и меня все отпустило. Я открываю глаза, в моей комнате горит свет, а на правой руке вот эти ощущения, что вот на меня сейчас кто-то напал, что царапал, они вот... Но я чувствую, что руку мою кто-то вот сейчас Это боги царапал. войны. Если у Хотя, вас видимо, предчувствие, повреждений лучше не не было. делать. После этого я больше не стала почему-то проводить. Может, мне еще слишком рано трогать такие... Если у вас внутри есть ощущение, все же более сильные темные ритуалы, есть ощущение, что не надо, значит не стоит.
Ну, с вами-то ничего такого страшного не сделали, просто предупредили, что вам не надо было это делать. Сильные ритуалы. Я не стала призывать воинов Марса. И сейчас еще хочу рассказать, после истории, которые вы озвучивали, истории мистические, которые происходили в нашей жизни, вы мне сказали, проведите, ой, забыла слово, отчитку, отчитайте себя, вы сказали. Конечно, я вас услышала, уважаемая Инга. Я в тот же день, когда прослушала эту лекцию, я нашла на вашем канале «Сильная отчитка для всех». Я ее провела, и через ночь, опять же, мне опять то ли сон, то ли явь, вот такое пограничное состояние на меня. Я хочу проснуться, и я не могу понять, проснулась я или нет, потому что у меня во всем теле тяжесть. Я спрашиваю своей напарницы, я не сплю у нее, она мне ничего не отвечает, она не просыпается. И, в общем, я понимаю, что я еще не проснулась. Лежу, значит, на подушке и чувствую, как к моей спине опять вот эта маленькая ручка. Ну, вот в этот раз она была одна, и она мне не хватало, просто на спину мне, вот знаете, так надавила и начала вверх ползти к шее к моей. И тут я, значит, со всех своих Ну, у сил, вас со всей своей мощи, фантазии. я как прокричу, пошла вон, и, извиняюсь за выражение, сказала, пошла вон, сука. И второй слог этого слова я уже вслух произнесла прям в комнате, на всю комнату я закричала. И вот как во сне я поднималась, а назад смотрела, я так и проснулась, вот полусидя, и голова моя повернута назад была. И в тот же миг меня все отпустило, убежала, вот как-то, как говорится, знаете, у меня такое чувство было, что меня как проверили, как потрогали. Не нападали, а вот именно как проверка какая-то была. И я провожу, вот у меня такое ощущение, что... Я хочу вам сказать, что дело не в этом, не в чистке, не в очистке. Если вы находитесь рядом со своей партнершей, как вы сказали, как вы там, может, работаете, вместе живете, и постоянно у вас вот такие сны снятся, похожие, очень может быть, что просто вам предупреждение, что от этого человека можно ждать нехорошего поступка. Вот если все время у вас сны подобные или подобное состояние совпадает с тем моментом, когда рядом эта женщина, это не просто так. Это вас просто предупреждает, что от этого человека может быть что-то нехорошее можно ожидать. Это энергетика этого человека. Вот это все, понимаете, влияет. Давайте дальше. Я пока, как бы сказать, нуждаюсь или что-то, как по-другому не могу объяснить. Я в основном провожу чистки. Вот, делайте пока это. Господи. Ну вот, и все забыла, как называется. Так получается, что из моей жизни, как говорится, у меня была лучшая подруга, теперь ее нет. Не в том плане, что она умерла, просто она не стала моей подругой. Как-то очень резко и непонятно из-за чего. Она не была вам никогда подругой. Просто чистки убирают ненужных людей из нашей жизни. Вы не говорите так, вот была подруга хорошая, потом хорошая подруга не уходит. Та, которая ушла, она никогда не была вам подругой. Просто вы этого не знали, а чистка вывела на чистую воду и убрала. Вот и все. Ну, все, что мы делаем, я думаю, это все правильно и к лучшему. Все правильно. А теперь я на зарядку поставлю, извиняюсь, и продолжим. Так, секунду, сейчас перезагрузится. Добрый день, уважаемая Инга, Яна и все зрители телеканала «Ведьмина изба». Меня зовут Любовь. Я хочу рассказать вам о тех событиях, которые произошли со мной и происходят до сих пор после того, когда я изучила канал и стала обращаться к богам, к силам в ритуалах Инги Хасроевой.
На Ингин канал я попала в 2018 году, когда познакомилась со своим мужчиной, с которым живу по настоящее время. Спустя некоторое время после нашего знакомства он мне рассказал о том, что мы все забыли о наших древних богах. То есть боги на самом деле совсем не те, которые сейчас есть. Это все разделение религии, а Бог, он мне рассказал, бога, они единые для всех. Рассказал за Ярила, в общем, за многих богов он мне рассказал. И только благодаря этому я обратилась на YouTube, я на нем раньше никогда не была, и стала искать информацию. Думаю, что же такое, в принципе, бога, о которых он рассказывает. Мне о них никто в жизни не рассказывал, кроме него. Вот. По поиску я задала древние бога и попала таким образом на Ингин канал. Стала слушать некоторые лекции, по чуть-чуть, мне было интересно. Потом они меня все больше и больше захватывали. В 2019 году я начала проводить понемногу ритуалы. Начала я с ритуалов дуплаврентий, то есть найти работу предназначения. После того, когда я стала проводить данный ритуал, на работе стали происходить для меня на тот момент невероятные вещи. Были сложные отношения у меня с директрисой, которая, не буду вглубляться в подробности, были свои моменты, ситуации, когда она меня не взлюбила. И получилось так, что я начала проводить ритуалы. Со временем меняется директор, приходит другой директор, ее преемник, он знал отношение, какое у нее ко мне, она меня понизила перед уходом. Вот. И после того, когда я начинаю проводить ритуалы, меня начинает директор вызывать к себе в кабинет и давать мне различные задания. Вот. Задания были настолько непонятные для меня в моей работе в плане того, что они были работа ради работы. Они не приносили результата, а просто сделаем, мы посмотрим, если сделаешь, мы тебя повысим. Вот. И на тот момент я, конечно, скажу правду, испугалась. То есть я увидела, что это все работает, реально работает. То есть мне в открытую через определенное время, стали вызывать в кабинет, и это было настолько необычно и непонятно, что происходит, меня не любили. То есть я, проработав 5 лет, последний год меня просто, скажем так, ко мне никак не относились. Я была пустое место. И даже после того, когда ушла директриса, меня, я же говорю, понизили. А здесь начинают происходить совсем другие вещи. То есть меня начинают, наоборот, обращать на меня внимание. Директор начинает приглашать меня в свой кабинет, давать мне какие-то задания. И тут я понимаю, что я боюсь, что я не потяну. Коллектив очень сложный, очень непростой. То есть, мне было страшно. Я прекратила делать ритуалы на то, чтобы у меня в работе все ладилось и меня повысили. Глупо. Я уже не первый раз это слышу. Я стала делать ритуалы, у меня начали все меняться, все работать, но потом я испугалась, а вдруг, от чего? Глупо. Потому что если силы вам это дают, они вам помогут это и нести. Это не просто так случайно. Если бы не нужно было этого, они бы вам дали другую работу, вы бы просто ушли. Надо не бояться того, что тебе предлагает Вселенная. Слушаем дальше. Вот. Дальше произошла в моей жизни такая ситуация. Когда я ушла от своего бывшего мужа, мы прожили 15 лет, мы вместе нажили общее имущество. У нас появились, естественно, совместные дети, 2. Вот. В 2011 году я от него ушла. И мы не могли до буквально прошлой недели договориться и поставить точку в отношениях по поводу нашей совместно нажитого имущества. Какими путями только я не пыталась
добиться того, чтобы мы с ним либо продали, либо отдали друг другу доли, либо что-то сделали, чтобы просто поставить точку, разойтись и поставить точку. Вот. Буквально недавно, скажем так, прошлая неделя, у меня произошли колоссальные изменения. После того, когда я прочитала ритуал Победы, Инга говорила, что его необходимо применять только в крайних случаях и очень-очень редко. И вот этот случай настал, и я поняла, что дело закрутилось, сдвинулось с мертвой точки с 2016 году, после того, когда я выиграла суд, и он мне должен был деньги вернуть, да, я надеялась, что с помощью этого мы определимся с квартирами, то есть я ему долг прощу, и мы договоримся, допустим, какая-то квартира ему отойдет, какая-то мне, но не приносило это никакого результата, я уже опустила руки и думала, что все, ничего тут не поделать. То есть надо бросать квартиры, надо бросать все, бросать бороться и просто жить дальше, наживать самостоятельно, начинать все заново. Вот. И буквально 2 недели назад происходит такая ситуация, что... Так удивительно устроены мужчины просто. Прожить с женщиной столько лет, родить твоих детей, нажить имущество. Естественно, это не только его была заслуга. И уходя, ничего не хотеть оставлять своим детям, хотя бы крышу, чтобы дети у тебя где-то жили. Но почему вы поступаете как подонки, скажите мне? Ведь человек говорит, одну квартиру мне отдай, чтобы я жила с детьми, вторую забери себе. У вас 2 жилья. Нет, понимаете, нет. Нет и все. А дети твои куда уйдут? Это же твое продолжение. Ты стал бывшим мужем, но ты же не стал бывшим отцом. Это твои дети. Ты своим детям это делаешь. Некоторые, когда вот я буду платить еще алименты, еще не хватало. Ты своим детям платишь, чтобы эти дети были сыты. Ведь ты же не вечный, ты же завтра постареешь. Ты же, тебе же будет нужен этот человек, понимаешь? То есть твои дети, имею в виду. Ну, зачем вы? Потом вы удивляетесь, почему нету общения, почему они вас отвезли и бросили в каком-нибудь, понимаете, этом старческом доме. Вот они нехорошие дети, так вот поступили. А ты как поступаешь? Я просто всегда удивляюсь, тем более, когда столько имущества, ладно, там одно последнее как-то делят. Хотя если этот человек, если он уходит, создает новую жизнь, он может оставить это жилье своим детям. А здесь даже это не оставляет. То есть, представляете, вот насколько надо ритуалы делать, чтобы на них повлиять. То есть у них своя совесть не просыпается никогда. То мне звонят судебные приставы и говорят, что надо срочно писать заявление на согласие реализации его 1/2 доли одной квартиры. Естественно, я пишу заявление. На прошлой неделе проходит суд, и адвокат мой говорит, что мы выиграли суд. Теперь только остается дождаться, когда деньги Росимущества ему перечислят на счет. Вот, я взяла кредит, естественно, 1 400 000 сразу в этот же день. Перевела в Росимущество. Адвокат сообщил, что мы выиграли, и теперь я жду Татьяна, со мной на «вы». Вот, это благодаря ритуалу Победа. То есть все работает, уважаемые слушатели, работает очень. Могу рассказать еще ситуацию, когда у меня достаточно сложные отношения после знакомства с мужчиной в 2018-м сложились со всеми родственниками. То есть его родственники не принимают меня, хотя меня никогда не видели в глаза и не знают меня. Мои родственники ни в какую не принимают его. То есть мы на протяжении года с ним скитались по 2 квартирам, бегали. То он ко мне, то я к нему. Это было просто мучение. После того, когда мы решили жить совместно, я в 2017 году влезла в ипотеку, приобрела однокомнатную квартиру. В 2018 дом сдался,
И мы стали с ним, я уже на тот момент с ним познакомилась, произошла сдача дома, и мы стали потихоньку делать ремонт. То есть мои были деньги, его были возможности. Мастера, ну, по дешевке он находил, у него очень много знакомых, он находил мне хороших мастеров, которые не брали дорого, и благодаря этому я сделала, в принципе, ремонт совместно с ним в этой квартире. И вот когда мы доделали уже практически ремонт, мы планировали сдавать эту квартиру, чтобы не терять деньги, которые платим за ипотеку. И думали жить в моей квартире, в которой на тот момент была в долевой собственности с моим бывшим мужем. В ней еще жила моя дочь. Ну, она и сейчас живет, в принципе. Вот, мы стали там делать ремонт, это был декабрь месяц, поменяли окна, собирались уже делать ремонт внутри квартиры, и дочь закатила конкретный скандал. Просто взяла и сказала, что мне этот мужчина здесь с его ребенком не нужен, я его не воспринимаю, я живу на папиной половинке, и жить с ним здесь я не собираюсь. Ну, была очень нехорошая ситуация, Дети очень эгоисты. неприятная, не хочется мне даже. Дети эгоисты. На папиной половине папы, который даже жилье не хочет оставить, папе храним верность. К сожалению, дети эгоисты, увы. Даже ее вспоминать. После чего мы съехали в квартиру, в которой делали совместный ремонт. Вот. Я также проводила различные ритуалы, я не останавливалась. Значит так, кто хочет получить ответ на свой вопрос, обращаемся достойно. Вот это вот быдляцкое, а что делать, а какие ритуалы, а что надо было делать, а чё мне чего, а вот это почему, чего, что. Вот такие вот, а почему, а где, а что, а чё, они будут выкидываться в черный список. Это что за манера отвечать? Вам тут рабсилы нету, вам здесь нету этой рабыни Изауры. Придите в себя и спрашивайте достойно. Хотя бы скажите, пожалуйста, а вот что и так далее. И это что за манера, за колхоз приперся? Гляньте на них. А что делать? А кого? А чего? А что там? А как надо чего? Едите свой колхоз и вот так и спрашивайте у Петровича, этого тракториста. Проводила ритуалы. Сначала делала чистки, скажу сразу. Очень много делала чисток. Соляной столб, огненная стена. Что я еще делала? Сила земли, грузинская сила от вредителя, белым по черному, еврейская чистка, армянская чистка, чистка от зависти, каркун, паутина. Я делала очень много всяких. Дорогие друзья, вот эти все чистки, которые иногда люди говорят, ну вот, а нужно ли вот как бы такое количество чисток, всего нужно? Если вы хотите, если вас тянет, делайте их. Они просто так напрасно не будут. Чем больше вы делаете, тем больше укрепляете свою связь с потусторонним миром, тем больше тонкий мир начинает вам помогать. Все это никуда не уходит. Иногда люди забывают, что сделали какой-то ритуал, забывают просто. Через некоторое время раз, и оно помогло, понимаете? А потом начинают вспоминать: ой, точно, я же делал чистки. Да, да, еще раз да. Это, ну, это все просто так не уходит. Одну секунду. Слушайте, мадам, вы видите, что у меня прямой эфир, и вы мне пишете 500 раз уже. Вы же видите, я на прямом эфире, вы пишете: не хочу отвлекать, но я хочу спросить. Все, я вас кидаю в черный список. Да что ж такое, надоело уже. Так, секунду. Голосовые. Вот я уже потеряла. Ладно, примерно мы с вами поняли. Давайте. Добрый день. Это уже слушали. Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яна. Я хотела бы с вами поделиться, как мне помогают обряды и лекции. Меня зовут Инна, я на канале буквально с апреля месяца. Моя подруга мне посоветовала посмотреть ролики. Первое, вот «Устройство мироздания» и «Древо дьявола». И я, конечно, была просто шокирована.
всей логикой, всем, как все по полкам разложено. И это именно то, что мне всегда казалось внутри, вот какие-то у меня были сомнения, но я не могла найти ответы. А вот тут все просто как на ладони, и ответы все нашлись на мои жизненные вопросы. Это потрясающе. И вот был такой момент удивительный. Я когда посмотрела ролик про древо дьявола, мне снится, в эту ночь мне снится статуэтка дьявола. То есть именно его вот как бы образ такой, и он прям стоит у меня, вот прям во сне, как перед глазами его силуэт. И это был какой-то сумасшедший сон, он как будто у меня все вертелось в голове. И вот этот образ, и он как будто впивался вовнутрь в меня, в мою кожу, в плоть. Это было очень странное ощущение и незабываемое. И когда я проснулась, я поняла, что у меня мир разделился до и после. То есть то, что было до, то, что я как бы была не прозревшая, что ли. И тут я начала просто по-другому. То есть жизнь полностью начала меняться, все стало меняться. Дальше я начала проводить обряды. Конечно, я еще на 100% во все это не верила, ну, как что прям именно ритуалы помогают. Ну, вот, по миру я верила, то, что вот логично все, вот, как рассказывают, это 100%. Все ритуалы, которые созданы, они все проверены, перепроверены. И даже те, которые новые, они созданы на моих старых версиях ритуалов, которые уже когда-то помогли. Просто я улучшаю, оккультуриваю, можно сказать, и для того, чтобы, ну, оно звучало и логично, и это все раскладываю. Все эти ритуалы, они работают. И они созданы специально именно таким образом, и там приведены такие слова-ключи и такие силы, которые много тысяч лет звались людьми, и они сразу же начинают срабатывать. Мы с вами просто воскресили по новой вот эту силу. В некоторых случаях уже давно забытых богов. Понимаете, к ним обращались тысячелетия. Почему эти ритуалы работают? Потому что только человек, знающий историю, изучающий это все, человек, знаете, как у меня некоторые, я уже забыла это слово, как он называется. Ну ладно, забыла. Человек, который знает это, изучал, знающий повадки этих сил, богов, читающий о них песнопения, читающий о них там, скажем так, гимны, обращения тысячелетия назад, только такой человек может создать тот ритуал, который сработает, потому что он знает, кого надо призвать. Вот, коротко и ясно. Именно поэтому они работают, на удивление всем. Процентов это восхищалась я, конечно. И я провела один ритуал. Первый ритуал — это я хозяйка своей судьбы. Дело в том, что у меня была очень такая ситуация, длилась на протяжении 16 лет. Я хотела, чтобы у меня исполнилось одно желание. То есть почти 16 лет я очень шла к этому. И это была у меня такая мечта, как бы. И я провожу этот ритуал. У меня было прям... То есть я провожу ритуал, и я разложила, что должно произойти то-то, именно так-то. То есть прям все в подробностях, четко я описала свое желание. И когда я провела этот ритуал, наступает этот день, и мое желание не исполняется. У меня была такая досада внутри. Я легла на диван, я начала просто реветь, плакать. Я даже вопить начала, наверное. Но это была истерика не от того, что ритуал там не работает, не от этого, а именно я поняла, что значит просто боги, я их благодарю, как бы, с другой стороны, я расстроена, вот, что они меня просто отводят и говорят, что значит мне это не надо, мне нужно вообще в другую сторону смотреть. Очень может И быть. вот когда я вот лежу, я прям вот Тем более, если плачу, это все, и мужчина, кажется. проходит минут 5, максимум 10. Мне звонят, это просто, это я до сих пор в это не могу поверить. И все, что происходит дальше, это просто феерично. То есть мое желание, оно исполняется не просто как-то вот на одну четверть или просто вот все, как я загадала, по всем полочкам, как я разложила себе, исполняется даже еще даже круче, даже вот просто. Я до сих пор не могу в это поверить. Я после этого, конечно, и богов благодарила. Но
Я была в таком диком восторге. Я начала, конечно, потом проводить другие разные ритуалы. Вот у меня тоже была проблема с работой, мне нужно было в кратчайший срок найти новую работу. И я провела армянский ритуал на исполнение желаний. И получается, я очень хотела себе одну должность, но так оказалось, мне ее вроде обещали, но там пришла другая девочка, ее берут на эту должность. Но я уже начала другую работу искать. И когда я провела этот ритуал армянский на исполнение желаний, мне потом звонят на следующий же день и говорят, что девочка отказывается, и должность моя тоже просто потрясающая. Ну, различные чистки провожу, соляной столб, Дуся, Маруся да Варвара, вот замечательная тоже чистка проводила. Я вам объясню. Любой ритуал, любой заговор– это создание определенной реальности в потустороннем мире, то есть и в подсознании человека, и перенесение это в нашу реальность. Понимаете? Просто в некоторых культурах это очень театрально показывается, как, например, в вуду это ударение вольтов или приклеивание вольтов, обмазывание там этим медом, потом вместе там связывают, хоронят и так далее. В разной культуре по-разному. Где больше эмоциональности, они больше это показывают. Где меньше эмоциональности, они больше на словах это говорят и представляют. Но каждый ритуал, это вот ты представила в голове, что ты хочешь. У тебя в твоем мире, в твоем подсознании оно сбылось. И теперь ты переносишь это сюда. Мы же говорим, чтобы я ходила в мехах, в шелках, в золоте, в бриллиантах, в жемчугах и так далее. Ты, говоря эти слова не просто произносятся, не просто повторяются. Ты, говоря эти слова, представляешь, ты как только смогла представить в голове, в подсознании вот эту картину, она перенеслась уже в реальность. И оно сбудется. И через некоторое время ты действительно пройдет там месяц, 3-4, пусть полгода, но ты, когда уже будешь делать еще раз ритуал, ты заметишь, что ты действительно уже ходишь и в шелках, и в мехах, и в этих всех жемчугах. Почему? Ты эту реальность перенесла, то есть реальность с головы, с подсознания перенесла в нашу реальность. Все. Там оно же сбылось, там же есть это, ты же представила это все. Ты, повторяя это все время монотонно, это представляешь, ты свою энергию приучаешь к этому, ты приучаешь свой мозг к этому. И как только ты уже поняла и ощутила это, все. Знаете, я всегда говорю вот некоторым людям, которые говорят, вот вроде делают чистки, выходят эти, а вот с деньгами как... Я говорю, вы должны быть готовы принять это. Как один миллиардер сказал, хочешь быть богатым, представь, что ты уже богат. Вот ты представь, что ты богатый человек. Утром проснулся, у тебя огромный дворец, у тебя машина стоит под окнами. Это смешно звучит? Нет. Это визуализация, это в голове. Ты начинаешь приучать себя к богатству. Один человек вообще мне рассказывал, как он себя приучал к богатству. Он говорит, я ходил по магазинам ювелирным и представлял, что я ношу вот эти кольца. Я смотрел на дорогие машины, представлял, что я в них еду. Я даже устроился там убирать в гостинице дорогие номера. Я ходил, сидел там и представлял, что я здесь уже живу. Через некоторое время он действительно так поднялся. И это представление уже было реальностью, понимаете? Но только визуализировать не поможет. Просто сидеть и представлять. Надо это говорить. Слово, оно имеет огромную силу. Вот вы говорите свои желания так, как будто оно написано прям золотыми буквами где-то в воздухе. Прям золотыми буквами. Понимаете? Давайте дальше. Всем. Вот. И также денежные ритуалы проводила все онлайн-ритуалы с вами и на Ивана Купала, и на Вардавара. И вот вчера тоже ритуал, который проводили, все старалась вместе делать. И вот любимый мой денежный ритуал — это обряд на роскошную жизнь. Тоже потрясающий был момент. Я провожу этот ритуал, это мой любимый, там такие замечательные слова. И после этого ритуала, то есть до этого ритуала у меня началась мысль появляться, что я хочу себе купить машину. Ну, как бы кредит я никогда в жизни не брала, тут думаю, может пробовать кредит взять, там так все, как деньги найти. И, в общем, суть в том, что я провожу этот ритуал, и ровно на следующий день
отбросить даже то, что я взяла кредит. Я просто держу в руках 400 тысяч рублей. Я никогда такую сумму в руках не держала. То есть 300 тысяч мне дали, одобрили кредит, и 100 тысяч мне заняла знакомая вообще без процентов на год. Это просто было потрясающе. Вот. Конечно, провожу еще на богиням зеркала вот, на молодость. И, кстати, я в последнее время смотрела в зеркало, мне казалось, что я очень старею, мне 33 года, но прям вот как будто кожа уже начинает обвисать. И вот уже несколько недель провожу этот ритуал, и я чувствую, я прям начала себе нравиться в зеркале. В общем, все ритуалы, они просто потрясающе работают. Я вам безумно благодарна. Это мне просто нету слов, как выразить. Я еще, кстати, очень такой момент, очень хотела тоже поделиться последний. Конечно же, я провожу обряды замечательной богини Фортуне. И я заказала себе статуэтку, и в ночь, когда мне вечером, когда мне приезжает эта статуэтка, ну, на пункт выдачи, у меня не получается ее забрать. И вот этой ночью мне опять снится очень такой странный сон. Опять силуэт, это именно сон идет. То есть силуэт Фортуны в такой розовой дымке, и вот идентичный вот как с дьяволом, что она как будто в меня врезается, в мою кожу, я прям ее всю внутренность ощущаю всем моим телом. Это тоже очень яркое такое впечатление. В общем, не знаю, что это. Это говорит о том, что она ворвалась в вашу жизнь, что она пришла и соединилась с вашей энергией. Вот больше ничего не означает. Со мной происходит, но жизнь моя поменялась просто потрясающе, совершенно в другую сторону. Она наполнена каждый день сюрпризами, радостью. Я стала жить совсем по-другому. Я я очень вам благодарна, дорогая Инга. Я не знаю, мне просто, я не знаю, как выразить, но я счастлива, я просто безумно счастлива. Я хочу этим счастьем с вами поделиться. Спасибо вам большое. Кто-нибудь заметил, что каждый раз люди, когда такое пишут, они плачут? А плачет человек от искренней радости. Понимаете? Люди плачут от искренней радости. Они счастливы. И это не скроешь, это не сыграешь, это специально не сделаешь, это нереально. Теперь я хочу сказать тем людям, которые считают, что когда-либо смогут меня победить. Я вам объясню следующее. Пока люди реально на самом деле видят результат, никто никогда не сможет их переубедить. Это нереально. Вы можете гавкать сколько хотите. Пока люди видят реальный результат, никто никогда их не переубедит. И вот эту херотень о том, что я всем плачу деньги, чтобы они что-то сказали, это можете себе на лбу написать. Потому что те люди, которые действительно знают, что я их знать не знаю, но у них все сработало, а этих людей большинство я даже не знаю. Так вот, пока я вижу жизнь человека подробно, в мельчайших подробностях, вы никого никогда не переубедите о том, что это не так. Пока я помогаю людям, и у людей меняется жизнь и судьба, вы можете жопу рвать, но никто никогда не поверит, что это не так. Почему? Потому что они это видят. Понимаете? Они это видят. Человек ест конфету, говорит, очень вкусно. Ты говоришь, нет, не вкусно, я знаю, мне лучше знать. Да тебя заплатили, тебя уговорили, тебя запугали, ты врешь. Она говорит, я ем конфету, она вкусная, я тебе говорю, я же чувствую его вкус. Нет, неправда, я лучше понимаю. Вот то же самое сейчас. Пока есть действительно результаты, они есть и будут. И чем дальше, тем сильнее, потому что заговор, чем старше, тем сильнее лучше работает. Потому что чем больше людей этим заговором пользуются и наполняют энергией эту силу, тем сильнее она работает. Нет срока действий. Пока люди проводят, видят результат, у них жизнь меняется, вы можете звать, то есть рвать свою задницу сколько хотите. Это не имеет никакого значения. Когда мне было плохо в жизни, у меня никого не было рядом. И я сказала, придет время, и у одиноких с трудной судьбой людей буду я. Пока я нужна людям, а я нужна людям всегда, и до самой смерти, и после моей смерти, я буду с ними. И никакие чмошные существа это поменять не в состоянии. Они единственное, что сделают, это будут гибнуть медленно
и мучительно. Это все, что у них будет. Как мне вчера сказал мой дорогой человек, не нужно никого убивать. Надо дать им возможность жить долго и мучительно. Вот это настоящая месть. Потому что смерть – это избавление. Пару секунд и красота, и избавление из этой жизни, мучительной жизни. А вот если будут жить и мучиться в нищете, вот это и есть настоящая месть. Поэтому, как он мне сказал, ты не настолько уж и злая, как ты говоришь, потому что если они быстро сдохнут, значит, они избавятся. А надо, чтобы они не быстро сдохли. Все, дорогие друзья, всем удачи. Мы продолжим этот цикл, пока я по частям вам их даю, чтобы вы задумались, подумали и записывали те ритуалы, которые люди провели сами и получили результат. Всем удачи и всех благ.